Друзья, всем привет! Сегодня видео на тему взбадривания орхидей, точнее результата взбадривания квелых, уценочных, тряпочного состояния, получивших стресс орхидей, которые продаются в уцененных отделах, либо приходят орхидеи по почте в непотребном состоянии. И вот сегодня посмотрим, как чувствуют себя орхидеи после применения антистрессового препарата. Более того, после потрошения и пересадки этих орхидей, как они сегодня чувствуют. У нас было видео 14 числа, 20 дней назад выходило, где мы купили и распаковывали эти орхидеи. А спустя 3 дня, 17 числа, мы эти орхидеи потрошили, отпаивали и делали антистрессовую обработку и задавались вопросом, стоит ли этим орхидеям срезать цветоносы, на которых вот такие вот вялые цветы были, готовые были отвалиться. И листья, которые висели как уши спаниеля у одной орхидеи, прям совсем вот так вот, прям тряпочки. А у второй орхидеи такое, знаете, такое полусреднее состояние. Кстати, принтскрин вот сюда вот вставлю того видео, посмотрите, как называется это видео внизу. И я ссылку оставлю в верхнем правом углу на это видео. И можно пройти, посмотреть, как мы подробно все это дело делали. Я очень-очень подробно рассказываю, какими средствами можно проводить стимуляцию орхидей. Раз. Какими средствами можно обрабатывать от насекомых вредителей. Два. И подробно чистим, потрошим эти орхидеечки аж на 40 минут. Это видео, прям все в подробностях, в хорошем качестве. И где мы вместе с вами применяем вот это вот средство, стимул антистресс, вот такой вот препарат, где, значит, я применил одну ампулу, видите, вот такие вот ампулочки на 1 литр. То есть вот одну ампулу вот такую взял, выдавил на 1 литр. И были вопросы такого содержания, а не мало ли, то есть не слишком ли жидкий был раствор. И вот сегодня, друзья, сейчас вот именно мы посмотрим, как чувствуют себя эти две орхидеи. У каждой из этих, конечно же, есть название. Даже одну из этих орхидей мы уже разыграли на нашем канале. Разыграли, да? Одну или две? Вот. Сейчас, подождите. Мы обе. Вот. Первую мы разыграли гору. Это гора. У одной название груша, у второй гора. Гору мы первой разыграли. Вот она. Сейчас мы ее первой посмотрим. Она была в более таком, в лучшем состоянии. Но все равно я ей тоже палочку вставил. В том видео 20 дней назад я вставляю палочки из-под суши. Вот такие вот. Но, друзья, они через неделю внизу вот здесь покрылись плесенью. Зеленой плесенью. Я так полагаю, что это триходерма. Вот. Ничего плохого в этом нету. Я палочки те убрал и воткнул вот такие вот обычные обработанные полиэтиленом. Ну, стандартные вот, для орхидей продаются. Вот, они такие полупластиковые. И вот, друзья, смотрите, какое состояние сейчас у первой из двух орхидей. Орхидея под номером 201. В розыгрыше у нас участвует гора. Почему гора? Потому что она очень похожа на туманную гору орхидею, но только мультифлорного цветения. И хочу вам... вот, у меня здесь микрофон. Послушайте, как... листья как твердый пластик. А посмотрите на цветы. Цветы у нас все, если вы помните, если вы посмотрите видео пересадки и потрошения этих орхидей, они прям были тряпочные, такие тряпочки висели. И, честно, я, знаете, склонялся больше к тому, чтобы, знаете, облегчить орхидеям состояние и срезать эти цветочки, чтобы они
чтобы орхидея пошла в рост и начала наращивать корни. Но когда мы с вами их распотрошили, мы обнаружили, что у орхидей достаточное количество корней, просто они были такие прям сухари-присухари, прям сухари, прям очень сушеные. Сейчас они, посмотрите, как разъелись, раскормились за эти 3 недели, очнулись, начали расти. Все буквально, друзья, за 20 дней. Это первое. Кстати, палочку можно уже вынимать. И смотрите, как торчком стоят листья. Прям, вау. Прям глянцевый такой. Прям, ух. Вот. Это первая орхидея. Теперь посмотрим орхидею, которая была куда более в худшем состоянии. У нее прям висели сморщенные был листья. Висели, она прям вообще в таком, знаете, очень-очень в плохом состоянии была. И, видать, из-за этого состояния их в уценку и отправили. Хотя, если бы их правильно поливали, то она бы выглядела очень-очень даже камильфо. Итак, смотрим на корни. Корни у нас по сравнению с тем, что было 20 дней назад, посмотрите, какая красота. Просто прелесть. Мне один из зрителей, Андрей, задал вопрос: Георгий, ну ведь орхидеи хорошие, зачем ты их потрошишь и пересаживаешь? На что ему ответил: для того, чтобы потом в январе-феврале месяце их разыграть. И вот, собственно, и до груши добрался розыгрыш. Мы ее тоже, друзья, разыграли. Вот. Вот такая вот красотка, смотрите, это Модеста, это орхидея Модеста. По просьбе зрителей, которые обожают вот такие маленькие, ну, небольшого размера цветы, похожие на цветение груши, орхидею Модесту, в случае, если мне попадается где-то в обзоре, покупать такую, вот, потому что очень-очень желающих получить эту орхидею очень много. Она такая красивая. Видите, ничего не срезал, ни цветоносов, но вот, вот такое состояние после применения антистресса. Орхидея не только очнулась, но и, сами видите, начала наращивать корни, то есть это корни пошли в рост, то есть они заметно такие, видите, очнулись, и по чуть-чуть на кончиках у них появились растущая ткань, ну и плюс сами они, видите, то есть веломен у нас целенький. Теперь по поводу листьев, тот самый лист, который вот так вот, и один, и второй, помните, я палочками их в видео подставлял, и они опадали. То есть никак не держались в разные стороны прям. И вот сейчас мы с вами что? Палочки вытащим и посмотрим, как у нас листики. Но вот еще немножко вот сохранилось немножко вот следы. Видите, следы такие полосочки, следы того, что орхидея была, листья были такие прям, вот знаете, как мокрая бумага, как прям мочалка. Сейчас, если я вот палочки эти вытащу, вот, но я их, конечно, обратно вставлю. Почему? Потому что, ну, чтобы орхидея все-таки полегче ей было держать листья. Смотрите, еще раз проверяем к микрофону. Один. Второй и третий. Листья, как у зайца. Смотрите, какая прелесть. Вот. Еще остались немножко такие остаточные моменты, ну, перенесенного стресса. Но, друзья, орхидея значительно себя чувствует хорошо. Все у нее замечательно. Палочки, друзья, под такие листья, конечно же, нужно подставлять, потому что если их не подставить, то орхидея так и застынет. То есть, ну, веломен вернется, она восстановится, но просто эти листья так и будут. Вот у меня есть несколько орхидей старых, многолетних, еще из нулевых годов.
орхидеи, когда, знаете, иногда посещают их какой-нибудь стресс, посещал, точнее, какой-нибудь стресс, они, когда на подоконнике, когда в квартире жил, либо там от перегрева, либо от охлаждения, орхидея теряла тургор, листья опускались, я на них внимание обращал раз в месяц, и там, когда, знаете, она сама себя восстанавливала, то вот в таком состоянии застывала, то есть берешь орхидею, а у нее вот такие вот, как у пальмы, листья застывшие, то есть они вот такими вот дугами. Поэтому, чтобы торчком стояли листочки, лучше, конечно, после того, как орхидея потеряла тургор, стали они мягенькими, конечно, подставить палочки и до того момента, пока не восстановится. И еще, когда у орхидеи вот так вот именно вверх подняты ушки, ну, листики, она быстрее у нее восстанавливается. То есть вот этот сок ходит более, так знаете, ну как сказать, беспрепятственно, нежели он в листе, который лежит. То есть ему надо опуститься соку, потом подняться. Здесь он немножко другая у него траектория, поэтому легче восстанавливается. Это уже замечено не только мною, но и десятками архаманов, которые ведут свои каналы и блоги и тоже об этом иногда рассказывают. В общем, друзья, вот такая вот вторая орхидея. Спрашивали, как там поживают. В одном из видео в комментариях мне написали, как поживают две вот этих орхидеи. Обе, друзья, эти орхидеи у нас участвуют в розыгрыше. Одну мы разыграли, вторую тоже. Поэтому это может быть про эти орхидеи одно из последних видео. То есть, может, уже больше мы их не увидим. Поэтому я показываю, подвожу итог. Итог возвращения к жизни уцененных орхидей. Орхидея гора и орхидея груша. Это я к тому, что те, кто смотрит постоянно наш канал, могут, точнее не могут, а читают комментарии под видео. И иногда вместо меня отвечают. И вот если вдруг попадется кого-то где-то комментарий, задающий вопрос, как там поживают? Что-то вы не показываете орхидеи, реанимашки, гору и грушу. Как они там поживают? Вот скажете, что поживают они себе хорошо. Давно уже пришли в себя. Цветочки набрали свою эту. Срезать цветонос, конечно, не будем. Но когда отправлять по почте буду победителям, то, конечно же, цветы я обрежу, потому что они слишком длинные. Ну, к тому моменту они уже закончат свое цветение. Вот. Все, друзья, я, собственно, видео это снял, показать итог и сказать, что еще раз, в очередной раз, что вот это средство, на самом деле, оно копеечное. По-моему, у нас 50 рублей, вот 2 ампулы вот эти стоят, но этого раствора хватит на не одну орхидею сразу применить. Хранить, конечно, он не хранится, но вот на массу орхидей можно уцененных, либо каких-то получивших стресс применить. Так что те, кто задается вопросом, чем лучше простимулировать и орхидею обработать против стресса, вот антистресс, вот такой стимул, пользуйтесь. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока.